Глава 1086. Демонические звери Ледяного моря. Хань Ли находился в огромной скрытой комнате с бесконечными рядами трехметровых стеллажей, вырезанных из тонкого нефрита. Он выглядел сбитым с толку. Стеллаж был в ширину не менее 300 метров, и каждая полочка сверкала разноцветными барьерами, и на каждой из них было множество нефритовых пластинок. В другом конце комнаты был лестничный пролет, направленный вверх. Полы, казалось, были разделены толстым плотным камнем. В шоке Хань Ли глубоко вздохнул и повернулся к старику, одетому в одежду секты. Это павильон скрытых писаний. Верно, старший. В павильоне скрытого писания есть 7 отдельных этажей. На каждом этаже разные типы записей и есть разделители, которые не позволяют ученикам взять неправильные нефритовые пластинки. Когда старший захочет спуститься вниз, пожалуйста, прикажите мне. Я буду ждать ваших приказов снаружи, старик говорил, опустив голову. Уровень его культивации был на средней стадии формирования ядра. Хань Ли кивнул. Понимаю. Можешь идти. Да. Старик почтительно удалился и закрыл за собой каменные ворота. Оставшись один в зале, Хань Ли просто подошел к одному из световых барьеров и махнул рукой. По взмаху его руки световой барьер разрушился, обнажив 3 нефритовых пластинки. Он взял их в свои руки и погрузил духовное чутье. В тот момент, пока Хань Ли просматривал записи, 2 женщины в белых одеждах разговаривали на 2-м этаже павильона чистого сосредоточения. Одной из них была Бай Яои, а другой была женщина, которая ранее разговаривала с мастером арктическим драконом. Они были похожи, но одна из них обладала нежной красотой, а другая выглядела ледяной и отстраненной. Бай Яои стояла рядом с окном, одна рука лежала на подоконнике, а другой она накручивала волосы. На ее лице было мрачное выражение, и она выглядела несколько раздраженной. Вторая сестра, я уже говорила тебе, что я мало что знаю об этом господине Даоси Стихане. Хотя он утверждает, что он является зарубежным культиватором, секта Рассеивающийся Инь и Храм Бесконечного Неба утверждали, что он с небесного южного региона. Его способности находятся на одном уровне с культиватором поздней стадии зарождающейся души, и ему даже удалось сравниться с серебрянокрылым ночным демоном в Иньянской пещере. Я также не уверена, как ему удалось сбежать с горы Куну. 7-я сестра, пожалуйста, не обижайся. Трудно поверить, что культиватор средней стадии зарождающейся души мог прийти из такой отдаленной местности, как небесный южный регион, и что он обладает такими способностями, спокойным голосом сказала другая женщина в белом, ее лицо было лишено эмоций. Бай Яои, казалось, не обращала внимания на тон другой женщины, поскольку она знала, что это было вызвано достижением вершины ее техники культивации. Но она теряла терпение из-за повторяющихся вопросов о Хань Ли. Бай Яои отошла от окна на несколько шагов и сказала: «Я знаю его не так давно и познакомилась только тогда, когда последний раз покидала секту. Более подробной информации о нем у меня нет. Я сказала тебе все, что знаю, правда. В чем дело? Почему великий старейшина вдруг так заинтересовался господином даосистом Ханем? Это как раз тот человек, который нужен старшему боевому брату арктическому дракону, потому что он несет в себе ледяное пламя. Кстати говоря, почему ты не рассказывала нам о нем? В последний раз я видела с ним 10 лет назад на горе Куну. Я даже не знала, вернулся ли он с горы живым. Какой смысл был говорить о нем? В этом случае я больше ничего не буду спрашивать, прямо сказала женщина в белом халате, поскольку господин даосист Хань обладает такими огромными способностями, лучше всего подружиться с ним и убедиться в истинной силе его пламени. Бай Яои нахмурилась и сказала раздраженным тоном: «Я понимаю. Если будет такая возможность, я попробую». «Очень хорошо. Тогда мне пора». С этими словами женщина в белом халате с равнодушным выражением на лице спустилась на 1-й и краткий этаж. Бай Яои не ответила. Она просто выглянула в окно и наблюдала за тем, как ее старшая боевая сестра улетает. Время быстро прошло, и вот уже был 8-й день пребывания Хань Ли в павильоне скрытого писания. Он уже просмотрел несколько интересных записей и получил много полезных знаний. Однако ему удалось только посмотреть записи только на 3-м этаже. Подумав об этом, Хань Ли почувствовал разочарование. Он считал, что ему не хватит времени посмотреть записи на 4-м этаже. В этот момент он просматривал записи с подробным описанием редких духовных таблеток, найденных в древние времена. Внезапно в зал вошла полоска огненного света. В своей тревоге он потянулся к полосе и поймал ее в руку. Это был талисман передачи голоса. Как только он прочел его своим духовным чутьем, на его лице появилось радостное выражение. Он положил нефритовую пластинку на один из столиков и немедленно вылетел. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, перед павильоном чистого сосредоточения появилась голубая полоса. Там его ждала грациозная женщина в белых одеждах.
Когда свет погас, Хань Ли повернулся к Бай Яои и быстро спросил: «Госпожа Бай, это правда, что вы нашли высший ледяной цветок?» Бай Яои посмотрела на Хань Ли и сладко улыбнулась. «Конечно. Изначально я полагала, что потребуется целый месяц, чтобы найти его, но я не ожидала, что ты убедишь великого старейшину принять меры. Поскольку столько людей ищут высший ледяной цветок, вполне естественно, что его нашли очень быстро». Сдерживая радость в своем сердце, Хань Ли сказал: «Это здорово. Давайте найдем его скорее». Бай Яои поджала губы и улыбнулась. «Конечно. Я ждала здесь, чтобы проводить тебя». Однако обнаруженное местонахождение цветка довольно далеко. Оно уже вне диапазона Северного ночного острова. Путешествие займет несколько дней. Хань Ли взревел от смеха и прямо сказал: «Ерунда. Если я смогу сорвать высший ледяной цветок, я готов путешествовать даже год. Вперед!» Услышав это, Бай Яои молча улыбнулась ему. Не задерживаясь ни на минуту, они вскоре покинули границу скрытого арктического дракона и покинули город, отправившись на север. По дороге Бай Яои объяснила точное местоположение высшего ледяного цветка. Логово группы свирепых ледяных зверей. Бай Яои кивнула и сказала: «Верно». Когда ученик, обнаруживший цветок в вечной мерзлоте, был невнимателен, и его обнаружили снежные звери. Его преследовали более 50 километров. Он был тяжело ранен и чуть не умер. Что? Тогда какого ранга эти свирепые ледяные звери? С интересом спросил Хань Ли. Бай Яои улыбнулась. «Боюсь, что должна разочаровать тебя. Эти звери всего лишь 6-го ранга. Боюсь, этого недостаточно, чтобы заслужить наше внимание». «Тогда нет смысла захватывать их живыми», — хмыкнул Хань Ли. «Однако, как только мы покинем Северный ночной остров, мы войдем в Ледяное море, область демонических зверей. Здесь бесчисленное количество демонических зверей, и чем дальше мы будем от острова, тем выше ранг демонических зверей, с которыми мы столкнемся. Конечно, нескольких дней пути вдали от острова недостаточно, чтобы встретить демонического зверя 8-го ранга. Однако, в глуби Ледяного моря есть грозные демоны даже 10-го ранга. Великий старейшина предыдущего поколения однажды заметил ледового феникса 10-го ранга, обладающего настоящей древней кровью. Этот единственный зверь обладал достаточной силой, чтобы превзойти большую часть дворца. Серьезным тоном сказала Бай Яои. Ледяной феникс 10-го ранга. Хань Ли почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Не нужно беспокоиться. Создатель дворца заключил соглашение с самыми могущественными демоническими зверями Ледяного моря после яростной борьбы с ними. Если мы не будем бесцельно нападать на демонических зверей 8-го ранга, высокоранговые демонические звери не появятся в пределах полумиллиона километров от Северного ночного острова. На низкоранговых демонических зверей эти ограничения не распространяются. Что касается демонов, которые напали на наш дворец в прошлом, они все собрались из других областей Великого Дзиня. Если бы демоны Ледяного моря были вовлечены в этом, наш дворец был бы разрушен несколько раз. Благодаря этому наш Северный ночной дворец до сих пор процветает. После минуты тревоги на лице Хань Ли появилась улыбка. Вот как. Это значит, что в путешествии опасностей быть не должно. Бай Яои покачала головой. Не обязательно. Соглашение — это всего лишь соглашение. Изредка встречаются высокоранговые демонические звери, которые пересекают безопасную зону и приближаются к секте. Поэтому ученики дворца часто попадаются им. Лучше быть осторожным. Хань Ли посмотрел на чистые ледники под ним и равнодушно сказал: «Но это путешествие продлится всего несколько дней. Удача не должна подвести нас за такое короткое время». Вскоре его тело вспыхнуло лазурным светом, и его скорость возросла. По правде говоря, Бай Яои только вела вежливый разговор. Но когда она увидела его действия, ее тело также вспыхнуло светом, и она последовала за Хань Ли. По дороге они не обнаружили никаких следов высокоранговых демонических зверей. Кроме того, им не попадались даже низкоранговые демонические звери. После 3 дней непрерывного полета они достигли огромного ледяного ущелья. Глава 1087. Свирепые ледяные звери. Это логово свирепых ледяных зверей. Хань Ли посмотрел на необъятно глубокое ледяное ущелье и нахмурился. Из него вырывались обжигающие ледяные ветры. Бай Яои парила рядом с Хань Ли и огляделась. Затем она уверенно сказала: «Да, это место. В таком случае нужно заставить их выйти». Хань Ли кивнул и сделал жест заклинания. Все его тело вспыхнуло светом, и перед ним появились пятнышки звездного света.
Затем они с треском взорвались, превратившись в алые огненные шары размером с кулак. Вперед! Взмахнув рукавом, стена пламени окутала огненные шары и запустила их во враг, вскоре исчезнув из поля зрения. Хань Ли и Бай Яой продолжали пристально смотреть за происходившим. Спустя продолжительный промежуток времени во враге все еще было тихо. Кроме звука от взрыва огненных шаров, других не было. Хань Ли и Бай Яой переглянулись между собой со странным выражением лица. Хань Ли погладил себя по подбородку и сказал: «Это всего лишь демонические звери 6-го ранга. Они не должны быть в состоянии молча уничтожить огненные шары. Кажется, там есть более грозный зверь». Бай Яой сказала с торжественным выражением на лице: «Возможно». Ученики не углублялись в ущелье. Они увидели высший ледяной цветок издалека, а потом наткнулись на свирепых ледяных зверей. «Хе-хе, все нормально. Я просто использую своих духовных зверей, чтобы вытянуть их», — равнодушно сказал Хань Ли. Он хлопнул по сумке для хранения и вызвал дюжину белых полос, которые сделали круг вокруг него. Это были 6-футовые шестикрылые ледяные многоножки, каждая из которых обладала полупрозрачными крыльями и зловещей внешностью. Хань Ли тихо вскрикнул и указал на 6-крылых ледяных многоножек в воздухе. Сороконожки гудели от радости и, окутавшись ледяным светом, стали спускаться вниз. Бай Яой была удивлена, но ничего не сказала. Хань Ли не беспокоился о 6-крылых ледяных многоножках. Даже демонический зверь 8-го ранга не сможет сбежать от них, если они начнут совместную атаку. И вскоре после этого из оврага эхом донеслись звуки битвы, становясь все громче, пока битва не показалась снаружи. Хань Ли поджал губы и молча взмахнул рукавом, выпустив дюжину золотых полосок из рукава. Они превратились в дюжину золотых мечей длиной в фут, которые зависли над ним, сверкая ярким светом. Бай Яой улыбнулась, полагая, что Хань Ли сможет легко справиться с демоническими зверьми. Через мгновение снизу послышалась череда чудовищных воплей. После этого оттуда вырвался поток белого тумана, в котором находилось 8 белоснежных левовидных зверей. Они выглядели очень испуганными, словно спасались бегством. Это были так называемые свирепые ледяные звери. Он без колебаний сделал жест заклинания, заставив мечи дрогнуть и метнуться вперед, превратившись в ослепительные полосы длиной 3 метра. Как вспышка молнии, они пронеслись сквозь белый туман и приблизились к животным. Прежде чем они успели среагировать, мечи окружили их. Взвизгнув несколько раз, звери были разрублены напополам, и их трупы снова утонули в ущелье. Вскоре с земли донесся сотрясающий мир рев, за которым последовал огромный взрыв. С глубины ущелья подул сильный ветер. Хань Ли прищурился и увидел разъяренного зверя высотой 10 метров. Он выглядел почти так же, как свирепые ледяные звери, но его мех сверкали серебристым светом, а тело было на целую величину больше. Черт! Это не ледяной зверь. Это ледяной демон. В ужасе закричала Бай Яой. Что здесь делает высокоранговый демонический зверь? Хань Ли моргнул и больше ничего не предпринимал. Дюжина белых полос вылетела из оврага и выплюнула ледяную ци на зверя с серебристым мехом. Хотя демонический зверь был всего лишь демоном 7-го ранга, он не боялся нападения 6-крылых ледяных многоножек. Скорее, атака только подстегнула его. Хань Ли поднял бровь и холодно фыркнул. Он вытянул палец, и с его кончика вырвался лазурный свет, приказав летающим мечам над ним атаковать зверя. Бай Яой неожиданно сказала: «Пожалуйста, подожди минутку». Ледяной демон — редкий зверь с ледяным и ветреным элементом. Будет полезно, если я смогу запечатать его. Хань Ли одарил ее легкой улыбкой. В этом случае я лучше разделаюсь с ним и избавлю тебя от хлопот. С этими словами он выплюнул шар фиолетового пламени. Пламя зачирикало, превратившись в реалистичную птицу шириной в фут, а затем полетело к ледяному демону. Когда дюжина 6-крылых ледяных многоножек увидела приближающуюся птицу, они сразу же рассеялись в страхе, оставив ледяного демона одного. Хотя ледяной демон полностью не владел сознанием, он все равно был наделен следами интеллекта. Поэтому он мог понять, что птица фиолетового пламени была угрозой, и сразу же попытался сбежать. Хань Ли холодно фыркнул, и в его глазах вспыхнул свет. Внезапно зверь почувствовал, как в его разум вонзились 1000 игл, взвыл и упал с воздуха. Хань Ли начал атаку своим духовным чутьем, используя технику запугивания души. Хотя Хань Ли не использовал всю силу этой атаки, его духовное чутье все равно было эквивалентно силе культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Это была не атака, которую зверь мог выдержать. Получив такую возможность, птица фиолетового пламени подлетела к зверю и окружила его. Послышался мощный взрыв, и пурпурный туман окутал ледяного демона.
птица фиолетового пламени сразу же расправила крылья и исчезла в теле Ханьли. После того, как пурпурный туман исчез, появился слой 30-метрового темно-фиолетового льда, сковавшего ледяного демона. Буря, окружавшая зверя, тоже постепенно исчезла, и глыба льда вскоре рухнула на землю. Какое-то время Бай Яой была ошеломлена этим, но вскоре пришла в себя. Она вызвала большую руку Белой Ци, чтобы поднять лед. «Большое спасибо, брат Хань. Я с радостью приму твое предложение». Бай Яой сладко улыбнулась Ханьли и щелкнула пальцем, выпустив черную сумку для хранения духовных зверей. Она подбросила сумку в воздух, и из нее вылетел туман, окутав глыбу льда и втянув ее в сумку. Увидев удовлетворенное выражение лица Бай Яой, Ханьли улыбнулся и указал на шестикрылых ледяных многоножек, круживших в воздухе. Прошипев, многоножки выпустили ледяной туман и мгновенно исчезли. Бай Яой был поражена, увидев это, но Ханьли вскоре объяснил: «Хотя мне нужен высший ледяной цветок для изготовления таблеток, я не хочу, чтобы низкоранговые демоны мешали нам. Многоножки будут защищать нас поблизости». Бай Яой сладко улыбнулась и кивнула. Вскоре двое летели по огромному ущелью в полосах света. В ущелье было абсолютно темно. Помимо ледяных ветров, кружащих вокруг них, оно напоминало иньянскую пещеру, в которой они были более 10 лет назад. Достигнув дна, они смогли рассмотреть прозрачные стены ущелья. Они были сформированы из тысячелетнего льда, лучшего материала для изготовления магических инструментов ледяного элемента. Однако только высший тысячелетний лед можно считать редким, высокоранговым материалом для закаливания инструментов. Обычный тысячелетний лед был недостоин внимания двух культиваторов зарождающейся души. Но когда они достигли самого дна ущелья, они увидели кристаллическую вену, излучающую белый свет. Хотя она была неровной, в ней было место, где был высший тысячелетний лед. Затем глаза Ханьли сфокусировались на 3 белых цветах на стене. Эти маленькие цветы были размером с кулак и были обычными полевыми цветами. Но их корни были выкопаны в тысячелетний лед, и вокруг них блуждала слабая ледяная ци. 3 высших ледяных цветка. «Этого должно быть достаточно», — пробормотал Ханьли. «Здесь даже есть высший тысячелетний лед. Похоже, что ученик совершил большое достижение. Я должна убедиться, что он будет вознагражден». Бай Яой осмотрела высший лед и улыбнулась. Затем Ханьли повернулся к Бай Яой и сказал: «Я немедленно сорву цветы для приготовления таблетки. Я уже подготовил другие материалы. Фея Бай хочет вернуться первой». Немного подумав, она сказала теплым тоном: «Как долго брат Хань будет занят изготовлением таблеток? Не будет ли лучше, если я останусь и прослежу за нашим окружением? Мы недалеко от северной ночной долины. Из-за появления ледяного демона я чувствую себя немного неловко. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы осмотреться». После небольшой паузы Ханьли предупредил: «Это было бы хорошо. Будь осторожна. Не волнуйся, я делаю это только на случай непредвиденных обстоятельств. Ледяной демон 7-го ранга, скорее всего, случайно попал в это ущелье. Раньше его здесь не было. Я пошла». Бай Яой поджала губы в очаровательной улыбке и поднялась в воздух. Глава 1088. 2 демона. Как только Бай Яой ушла, Ханьли оглянулся и увидел 3 высших ледяных цветка. Немного подумав, он хлопнул по сумке для хранения и вызвал дюжину разноцветных полосок, прикрепив их к окружающим кристаллическим стенам. Окрестности тут же окутал синий туман. После этого жужжание сотрясло воздух, а из тела Ханьли вылетел рой золотых жуков, исчезнув в тумане в виде бликов света. Если к нему не приблизится особенно сильный противник, туман будет защищать его, пока он изготавливает высшую ледяную таблетку. Чувствуя себя спокойно, Ханьли поднял руку и вызвал котел размером с кулак, сверкающий серебряным светом. Затем Ханьли вызвал деревянные коробки и маленькие бутылочки из своей сумки на землю. После этого он перевел взгляд на 3 цветка. Он махнул рукавом, вызвав 3 золотые полоски света, которые, обвив цветы, вырезали их из тысячелетнего льда, где они росли. Затем он указал на землю, и 3 нефритовые коробки длиной футов исчезли из поля зрения и странным образом появились под 3 цветами. Видя, что со сбором цветов не было проблем, он сделал жест рукой с удовлетворенным выражением на лице. Затем он выпустил серию заклинаний в синий туман, окружающий его. Туман сделал круг над ним и значительно расширился, окутав собой все ущелье. Кроме ледяных ветров, свистящих в ущелье, воцарилась тишина. 3 дня прошли в мгновение ика. Голубой туман на дне ущелья был таким густым, что вовсе не собирался рассеиваться.
Вдали неба вспыхнул свет, и 3 полоски пронеслись с большой скоростью, появившись перед ущельем всего за мгновение. Прозрачная полоса серебряного света впереди всех троих выглядела тусклой, словно ее хозяин был ранен. Следующие за ним красная и зеленая сверкали ослепительным и властным светом. Было ясно, что серебряный свет кто-то преследовал. Серебряный свет поблек, раскрыв великолепную женщину в белом. Цвет ее лица был бледным, а ее тело покрывал слабый слой зеленой ци. Это была Бай Яои, которую Хань Ли в последний раз видел 3 дня назад. Казалось, она столкнулась с неприятностями, и враги преследовали ее до их пор. Ее тело также было под воздействием яда, которому не мог противостоять даже культиватор на средней стадии зарождающейся души. Очутившись над ущельем, она взглянула вниз и увидела густой синий туман. При виде этого она вздохнула с облегчением. В этот момент красная и зеленая полоски света, преследовавшие ее, были всего в нескольких сотнях метров. Из зеленой полоски света раздался мужской голос. «Что? Ты решила перестать убегать, зная, насколько сильно ты отравлена? Если ты решила расстаться со своей жизнью, то я заберу ее без колебаний». Его голос звучал зловещим тоном. Бай Яои холодно фыркнула и нырнула в ущелье, не обращая на них внимания. Она исчезла в нескольких серебряных вспышках. 2 полосы света последовали за ней ко входу в ущелье. Можно было разглядеть, что это были мужчина и женщина. Однако перед входом в синий туман они остановились и с подозрениями взглянули на него. Эти двое были демоническими зверями стадии метаморфоза с полностью пробужденным разумом, не меньшим, чем у человека. Они были озадачены тем, почему Бай Яои перестала убегать и решила скрыться в ущелье, которое, очевидно, находилось под ограничениями. Пока они использовали свое духовное чутье, чтобы просмотреть ущелье под ними, белый туман окутал их, и перед ними сразу же появилась дюжина белоснежных крылатых насекомых со зловещей внешностью. Шестикрылые ледяные многоножки. Женщина в красном свете дрожала, крича от радости. «Это шестикрылые ледяные многоножки!» Закричал мужчина в зеленом свете. «Замечательно! Если мы сожрем этих насекомых, мы сможем значительно повысить наш уровень культивации благодаря сближению инь и ян». Женщина взревела хриплым смехом, и ее тело загорелось, выпустив дюжину огненных змей. Каждая из змей была длиной фут, и у каждой были крылья на спине. Выплевывая пламя изо рта, они набросились на многоножек. В момент столкновения огненной и ледяной ци раздался оглушительный взрыв. В этот момент красный свет исчез, раскрывая внешность женщины. Ее стройная фигура была облачена в малиновую одежду. Ее красивое лицо горело парой зеленых глаз и алыми чешуйками. Из ее рта то и дело извивался змеиный язык. Она была демонической змеей 8-го ранга. С вопиющей жадностью на лице вокруг нее вспыхнул красный свет, и она лично взяла на себя захват каждой многоножки. Внезапно под ней послышался странный звук, и из тумана вырвались пятна золотого света, сгущаясь в золотое облако шириной в 10 метров, обрушившееся на демонов. Мужчина при виде золотого облака, не задумываясь, взмахнул рукавом и выпустил дракона из зеленую ци, чтобы встретить атаку. Затем он холодно улыбнулся, увидев, как дракон поглотил золотое облако. Разумеется, то, что было внутри золотого облака, должно было быть разрушено его ядом. Но не успел он об этом подумать, золотое облако выпустило гул, вылетевший из зеленой ци. Мужчина был очень встревожен. Вокруг него быстро начал вращаться зеленый свет, окутывая его тело, постепенно превращаясь в пламенную стену высотой в 10 метров, которая бросилась сметать собой золотое облако. Внезапно плотное изумрудное пламя накинулось на облако и заглушило его жужжание. Вскоре после этого раздался треск, и из облака посыпались золотые крупинки. Остатки золотого облака мгновенно рассеялись, обнажив отдельных золотых жуков. Они свирепо раскачивались в зеленом пламени и едва могли бороться. Мужчина при виде этого почувствовал облегчение, но вскоре что-то пришло ему в голову, когда он посмотрел на оставшихся жуков. Внезапно он закричал в ужасе: «Это золотые прожорливые жуки! Откуда их столько много?» В шоке зеленый свет, покрывающий его, исчез, раскрывая его странную внешность. У него было 2 желтых глаза размером с бусины и кучка растрепанных зеленых волос. Его рот растянулся до краев обеих щек. Он закричал от удивления, когда упавшие золотые жуки, казалось, пришли в себя. Они тут же поднялись в воздух, загудели, и зеленый огненный дракон, обвивающий других жуков, стал быстро уменьшаться. Цвет лица мужчины становился все более бледным. Но в этот момент над золотыми жуками вспыхнул красный свет. Внезапно появилась женщина-змея с открытым ртом, изрыгнув лазурный туман, который принял форму чаши для подаяний. Чаша несколько раз увеличилась в размерах, выпустив множество лазурных нитей, и превратилась в огромный световой барьер, который обвил золотых жуков внизу.
Золотые жуки пытались атаковать световой барьер изо всех сил, но это было бесполезно. Они оказались в ловушке. В этот момент женщина-змея повернулась к мужчине и холодно сказала: «Чего ты испугался? Думаешь, что эти жуки полностью эволюционировали? До тех пор их можно убить». Словно решив проверить свои слова, женщина щелкнула пальцем, издав холодный, раздирающий шум. Полоса размером с ноготь мелькнула вниз к лазурному световому барьеру и пронеслась мимо одного из жуков. В результате золотой жук был разрублен пополам. Затем красная полоса остановилась, демонстрируя чешую красной змеи длиной в дюйм с невероятно острыми краями. После этого на ее лице появилось облегчение, и она зловеще улыбнулась. Затем она сделала жест заклинания руками, и из ее тела с треском вырвалось более 100 одинаковых змеиных чешуек. Женщина-змея решила оставить шестикрылых ледяных многоножек своим огненным змеям на время и решила уничтожить захваченных золотых прожорливых жуков. Но в этот момент из тумана внизу раздалось ледяное фырканье, за которым последовал раскат грома. В следующее мгновение в 60 метрах от женщины-змеи вспыхнул серебряный свет. Бдительная женщина-змея сделала жест заклинания и мгновенно воспользовалась своим демоническим искусством, приказав пламенным змеям атаковать в том направлении и переместиться к силуэту, который появился перед ней. Силуэт хихикнул и щелкнул рукой, создав перед собой маленький сверкающий серебряный щит. Затем внезапно появилась зеркальная стена. Густой поток красных полос ударил в серебряную стену и вспыхнул ослепительно ярким светом. Красные полосы отскочили в разные стороны, и ни одна из них не оставила следов на стене. Сердце женщины-змеи при виде этого дрогнуло. На лице мужчины рядом с ней появилось свирепое выражение. Он взмахнул рукавом, выпустив поток пылающего ядовитого тумана. Если внимательно присмотреться к туману, можно было обнаружить неприметные зеленые нити, мерцающие внутри него. Это были ядовитые иглы, которые он горько культивировал в течение нескольких тысяч лет с самой конденсацией своего самого смертоносного яда. Даже культиваторы на поздней стадии зарождающейся души быстро растворились бы в ядовитых потоках, если не растворить яд вовремя. Хань Ли просто взмахнул рукавом, чтобы встретить атаку, и выпустил маленький красный котел. В мгновение эко он исчез за пределами серебряной стены и выпустил прозрачное кольцо. Котел тут же увеличился в размерах, и крышка котла открылась сама по себе, выпустив бесчисленное количество алых огненных шаров. Каждый из огненных шаров был размером с кулак, но вскоре они объединились, образовав сотни алых ворон. С пронзительными криками они бросились навстречу надвигающемуся ядовитому туману. При соприкосновении с птицами туман вместе с отравленными иглами рассеялся, превратившись в серую дымку. Алый котел был разумным котлом, который Хань Ли приобрел на горе Куну. Он контролировал более 1000 великих янских птиц, идеальное оружие против злых и демонических искусств. Как только котел появился, его мощь стала очевидной. В глазах Хань Ли вспыхнул блеск, он был доволен увиденным. По взмаху рукава в его руках появился трехцветный веер. Глава 1089. Демоны Ледяного моря. В то время, когда смертоносные огненные вороны слились в пламенное море, грозовые крылья на спине Хань Ли сверкнули, а затем он исчез во вспышке серебряного света. Метаморфизованный демон при виде, что его ядовитый туман рассеян, пришел в ярость, но в его сердце застыла тревога, когда Хань Ли исчез из виду. Он поспешно высвободил свое духовное чутье и сделал жест заклинания руками, а затем выпустил зеленую сеть из своего тела, словно плетя паутину, которая окружила его на 40 метров в диаметре. Со вспышкой молнии Хань Ли появился в 10 метрах позади мужчины. Зеленая сеть мгновенно затряслась и рухнула на Хань Ли. Хань Ли был готов к этому. Из его тела тут же появилась сеть золотой молнии для защиты от атаки. Не успела зеленая паутина соприкоснуться с сетью золотой молнии, как тут же испарилась. Демон в ужасе бежал прочь. В тот же момент его настигло трехцветное пламя. Убегая, демон окутал свое тело сияющим светом, намереваясь временно остановить пламя. Но вопреки его ожиданиям раздался приглушенный взрыв и вспыхнул трехцветный свет. Ослепительный ореол света раздувался, становясь шире, полностью окутывая демона внутри себя. Демон истошно завопил, сгорая заживо дотла. С веером 3 огней даже серебрянокрылый ночной демон не смел сражаться. Как демонический зверь 8-го ранга мог надеяться заблокировать это? При виде этого по спине у женщины-змеи побежал холодный пот. Хотя ее способности были несколько сильнее, чем у мужчины, она понимала, что, поскольку Хань Ли так легко и быстро уничтожил ее спутника, ему не потребуется много усилий, чтобы расправиться с ней. Недолго думая, она окутала красным светом свое тело и рассыпалась на бесчисленное количество алых змей, которые рассеялось в разных направлениях. Слегка удивившись, холодная улыбка появилась на губах Хань Ли, и духовная сила вырвалась из его глаз.
Его глаза засияли ослепительным синим светом, сосредоточившись на одной конкретной змее. Грянул гром, и он исчез, взмахнув крыльями. Со вспышками молний и раскатами грома Хань Ли телепортировался еще несколько раз, приблизившись к одной из огненных змей и взглянул на нее ледяным взглядом. Когда алая огненная змея заметил, что Хань Ли был над ней, она испуганно моргнула и сразу же открыла пасть, выплюнув огненный шар размером с большой палец прямо в Хань Ли. Это было ее демоническое ядро огненного элемента, которое она культивировала в течение бесчисленного количества лет. Хань Ли сжал губы в улыбке и одной рукой потянулся к шару. Раздался треск, и из его руки вырвалось пурпурное пламя, создав гигантскую руку, хватая шар. В момент, когда красный свет и пурпурное пламя соприкоснулись, раздался взрыв, но, когда рука схватила шар, наступила тишина. Огненная змея внизу дрогнула, а бушующее пламя на ее теле потускнело. В ужасе змея попыталась бежать изо всех сил, но глаза Хань Ли сверкали кровожадностью. Он сделал жест заклинания руками, и большая рука пламени увеличилась в размерах, а затем вытянулась и поймала змею. Прежде чем змея успела увернуться, она почувствовала, как холод охватил все ее тело. Змея больше не могла двигаться. Ее сердце дрогнуло, и она с ужасом обнаружила, что нити ледяной фиолетовой ци сковали ее тело еще до того, как рука коснулась ее. Разумеется, ледяная ци не могла задержать ее полностью, поскольку это был демонический зверь на пике 8-го ранга, но ей удалось задержать ее на достаточно долгое время, чтобы фиолетовая рука схватила ее. Змее ничего другого не оставалось, кроме как использовать все свои силы и выплюнуть огненный шар, созданный из нечистой сущности крови, замедлив фиолетовую руку всего на мгновение, прежде чем ее все-таки схватили. Слой пурпурного льда медленно растекался по ее телу, гася последнее алое пламя, горящее на ее теле и запечатывающее змею во льду. Под солнечным светом она мерцала красивым фиолетовым оттенком. Большая фиолетовая рука тут же исчезла. Хань Ли взмахнул рукавом, выпустив дюжину золотых полосок, которые тут же окружили змею. По вспышке золотого света лед вместе со змеей разлетелся на осколки, зачем последовала полоска золотого света. Хань Ли уже был готов к этому. Используя свое искусство владения мечом, дюжина летающих мечей, кружащихся в воздухе, высвободила несколько дуг золотой молнии, поймав зеленый свет в сеть. При соприкосновении с зеленым светом сеть прочно заключила его в золотой сфере. Хань Ли взмахнул рукой и достал черную нефритовую бутылку, которая поглотила золотую сферу. Затем Хань Ли убрал ее. В голубом тумане в ледяной щели сверкнул серебряный свет, и оттуда вылетела Бай Яой. Она наблюдала за всем, что происходило, со следами тревоги на лице. Она недолго скрывалась в тумане, но когда она появилась, Хань Ли уже разделался двумя демоническими зверьми высшей формы. Два демона были невероятно сильны. Хотя они были только 8-го ранга, каждый из них был не менее могущественным, чем культиватор на средней стадии зарождающейся души, вынуждая ее бежать, когда они преследовали ее как добычу. Несмотря на то, что она уже знала, что Хань Ли очень сильный культиватор, она все равно была глубоко потрясена тем, с какой легкостью он двух демонов. Пока Бай Яои к шоке наблюдала за происходящим, Хань Ли приказал шестикрылым ледяным многоножкам и золотым прожорливым жукам вернуться в свои сумки для хранения, и они послушно подлетели к нему. «Госпожа Бай, тебя, кажется, сильно отравили», — Хань Ли взглянул на нее и нахмурился. Придя в себя, она сказала: «Я не ожидала, что ядовитый туман демона будет настолько сильным, что разрушит все мои барьеры. К счастью, я приняла таблетку 100-летней травы. Через полдня медитации я смогу очиститься от яда». Хань Ли улыбнулся и сказал: «Я только недавно закончил изготавливать свою таблетку. Если бы госпожа появилась на мгновение раньше, было бы трудно сказать, успел бы я разделаться с ними. В таком случае мне очень повезло». Бай Яои улыбнулся. Хань Ли оглянулся и с любопытством спросил: «Фея Бай, как ты наткнулась на двух этих метаморфизованных демонических зверей? Ты же говорила, что высокоранговые демонические звери не должны появляться возле Северного ночного острова, не так ли?» Бай Яои вдруг вспомнила что-то и изменилась в лице. Это длинная история. Это неподходящее место для отдыха. Расскажу на обратном пути. Что? Есть другие демоны? Сколько? Хань Ли прищурился, и в его глазах мелькнул странный блеск. Бай Яои криво улыбнулась. Дело не в количестве. Боюсь, что наш северный ночной дворец столкнулся с большой проблемой. Услышав это, сердце Хань Ли дрогнуло, но он кивнул, сохраняя спокойствие, и кивнул. В таком случае нам нужно вернуться назад как можно скорее и доложить об этом. Однако ты сильно отравлена. Ты можешь двигаться. Может, я могу тебе помочь. Не откажусь от помощи. Большое спасибо, брат Хань. С улыбкой сказала Бай Яои. Вскоре двое летели в голубом тумане, а в ущелье стало совсем тихо.
4 часа спустя лазурная и серебряная полоска вылетели из ледяного ущелья и исчезла за горизонтом в мгновение ока. Через полдня по небу прокатилось черное облако, которое полностью окутало ледяное ущелье. Из облака доносилось яростное шипение, и оно взвелось от удара молнии. Серые ветры пронеслись мимо облака, а затем оно исчезло. Несколько дней спустя Хань Ли и Бай Яой вернулись в Северный ночной дворец и прибыли к мастеру арктическому дракону, чтобы представить свой отчет. Они были в том же зале, где Хань Ли в последний раз встречался с арктическим драконом. Лицо арктического дракона стало угрюмым, и он нахмурился. «Младшая боевая сестра Бай, ты уверена, что это правда?» Лицо Бай Яой напряглось, и она сказала: «Ошибки быть не может. Я видела одного из заместителей лордов долины Тысячи демонов, Лазурного волка. Меня преследовали также 2 демона 8-го ранга, и оба они были не из Ледяного моря». Арктический дракон взглянул на Хань Ли и сказал: «Значит, они объединились и скоро примут меры. Брат Хань, большое спасибо за помощь младшей боевой сестре Бай. Ты, должно быть, устал. Может, отдохнешь в нашей резиденции для гостей?» Хань Ли равнодушно встал и направился к выходу, не собираясь оставаться и вникать в дела их секты. 2 дня назад прибыли 2 бродячих культиватора, о которых я говорил. «Я уверен, что ты с ними подружишься», — добавил арктический дракон. «Спасибо за беспокойство». Хань Ли кивнул и исчез в полосе света. Как только Хань Ли покинул зал, арктический дракон повернулся к Бай Яои и сказал серьезным тоном: «Младшая боевая сестра, отправь сообщение всем старейшинам, оставшимся во дворце, чтобы они пришли сюда. Нам нужно срочно провести собрание. Прикажи, чтобы удвоили охрану». «Да, великий старейшина». Бай Яои кивнула и взмахнула рукой, записывая талисман передачи голоса. Расположившись на 2-м этаже своего временного жилища, Хань Ли вспомнил, что ему сказала Бай Яои. Пока Хань Ли был занят изготовлением таблеток, Бай Яои патрулировала местность и наткнулась на метаморфизованных высокоранговых демонических зверей. Были демоны как с материка, так и из Ледяного моря во главе с Лазурным волком и двуглавым темным драконом. Она не услышала никаких конкретных подробностей до того, как ее обнаружили, и была вынуждена бежать. Возможно, решив, что 2 демонов будет достаточно, другие демоны не преследовали ее. Затем какое-то время разразилась битва между ней и 2 демоническими зверьми. Однако ее отравили в момент ее небрежности, и она была вынуждена бежать в сторону Хань Ли. В конце концов Хань Ли с легкостью расправился с 2 демонами. Хань Ли со спокойным выражением на лице размышлял над этим, но в его голове бурлили мысли. Глава 1090. Культиваторы ледяного пламени. Вопреки ожиданиям Хань Ли, в Северном ночном дворце почти не произошло никаких изменений, за исключением нескольких дополнительных охранников. Кроме того, Бай Яои давно не было видно. Казалось, она была занята, но это не беспокоило Хань Ли. С его нынешним уровнем культивации мало что представляло опасность для его жизни, кроме нескольких чрезвычайно опасных областей или культиваторов стадии божественной трансформации. В результате он решил остаться в секте на некоторое время, хотя и старался избегать любых неприятностей. Конечно, он также согласился помочь мастеру арктическому дракону в преодолении его узкого места на стадии божественной трансформации, и, что наиболее важно, это была та самая секретная техника преодоления узких мест, которую дал ему арктический дракон. Раньше у него была только часть этой техники. Если он хотел полного понимания этой техники, ему нужно было лично вовлечься в процесс. От осознания этого Хань Ли почувствовал себя немного мрачно. Кроме того, он не хотел покидать секту, пока не получит информацию об эссенции чистого пламени. Поэтому он совершил еще одну поездку в зал скрытых писаний и потратил 2 оставшихся дня на поиски информации об эссенции чистого пламени, но все оказалось безрезультатно. Хань Ли не был удивлен этим. Скорее, было бы удивительно, если бы он легко нашел информацию о нем. После этого Хань Ли медитировал в своей временной резиденции, не выходя на улицу так, словно это здание было его собственной пещерной резиденцией. Месяц прошел в полном спокойствии, но было ясно, что это было затишье перед надвигающейся бурей. Однажды Хань Ли обнаружил, что его культивация была прервана посетительницей, похожей на Бай Яой. Она была на пике средней стадии зарождающейся души, на ступеньку выше, чем Бай Яой. «Ты старшая кузина феи Бай». Держа руки за спиной, он с удивлением взглянул на женщину. «Верно, я Бай Мэнсинь, одна из старейшин внутреннего дворца и одна из культиваторов секты, которые культивируют ледяное пламя. Ах, да, я слышал от господина даосиста арктического дракона, что в секте было еще 2 человека, которые культивируют ледяное пламя. Так ты была одной из них. Могу ли я спросить, почему ты сказала мне об этом?»
С мерцающим взглядом спросил Хань Ли. Хотя женщина выглядела красивой, на ее лице было холодное выражение лица. Казалось, это было как-то связано с ее искусством культивации. Ничего особенного. Я только слышала, что способности брата Ханя довольно удивительны, что могут сравниться даже с культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Кроме того, твой высшее фиолетовое пламя довольно сильное. Я хочу сравнить его с моим пламенем ледяного феникса, что скажешь?» Женщина протянула палец, и на его кончике появилось белое пламя. Пламя было похоже на струйку дыма. Оно витало в воздухе, не обладая большой силой. Но поскольку Хань Ли сам культивировал ледяное пламя, он мог почувствовать его силу, и выражение его лица стало мрачным. Хань Ли улыбнулся. «Отлично. Я давно наслышан о 3 техниках ледяного пламени вашего дворца, так что я не против проверить. Но как мы будем их сравнивать? Я хочу только сравнить силу пламени, а не по-настоящему сражаться с тобой». Бай Мэнсинь криво улыбнулась и выдохнула ледяную ци на кончик ее пальца. Белое пламя при контакте с ледяной ци увеличивалось в несколько раз и свернулось в воздухе, превратившись в маленького белого водяного дракона, который тут же атаковал Хань Ли. Хань Ли нахмурился и мгновенно сделал несколько жестов заклинания. Затем он открыл рот и выплюнул маленький шарик фиолетового пламени, который тут же превратился в маленькую фиолетовую птичку, метнувшуюся на дракона. Хань Ли и Бай Мэнсинь внимательно наблюдали за столкновением белого и фиолетового пламени. В момент их столкновения грянул гром. В мгновение фиолетовое пламя поглотило белое пламя и вскоре полностью его погасило. Оставшийся свет принадлежал фиолетовой птице, которая кружила в воздухе. Выражение лица Бай Мэнсинь дрогнуло при виде этого. Хань Ли спокойно махнул рукой, заставив фиолетовую птицу вернуться к нему в виде огненного шара, а затем исчезнуть в рукаве. Без дальнейших колебаний Бай Мэнсинь сказала: «Твое высшее фиолетовое пламя довольно необычно. Глядя на это, я могу расслабиться. Пожалуйста, следуй за мной». 2 других культиватора ледяного пламени прибыли в наш дворец. Я отведу тебя в резиденцию великого старейшины, где они уже ждут тебя. Вот как? Похоже, фея Бай была не слишком уверена во мне и заставила меня пройти проверку. Хань Ли наигранно улыбнулся ей. Бай Мэнсинь молча кивнула и вскоре взмахнула рукой, сделав жест заклинания, а затем вылетела из окна в виде полоски белого света. При виде этого Хань Ли почесал нос с беспомощным выражением лица. Его сердце дрогнуло, когда она прилетела к нему, пока он медитировал. Но поскольку она уже ушла, Хань Ли не оставалось ничего другого, кроме как последовать только за ней и вылететь из окна здания. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить трапезу, они прибыли в главный зал мастера арктического дракона. В зале на молитвенных ковриках сидело 4 культиваторов, а в центре горел огромный котел с небесным ледяным пламенем. Арктический дракон сидел рядом с мужчиной средних лет в лазурной одежде. Старая седовласая женщина и монах в серой одежде сидели поодаль от них. Когда Хань Ли и Бай Мэнсинь вошли в зал, 4 сразу же посмотрели на них. Хань Ли почувствовал, как старушка и монах перевели взгляд с Бай Мэнсинь и сосредоточились на нем. Хань Ли не стал сдерживаться и использовал свое духовное чутье, чтобы просмотреть 2 других. У старухи был тот же уровень культивации, что и у Хань Ли, а монах был на пике средней стадии зарождающейся души. Хань Ли медленно сделал несколько шагов вперед и поприветствовал 4, тихо усевшись на пустой коврик, который находился на небольшом расстоянии от них. Бай Мэнсинь заняла место рядом с арктическим драконом. «Мадам Лун, мастер Мо Цзю, это господин Даосист Хань», сказал арктический дракон дружелюбным тоном, он 5-й культиватор с высшим ледяным пламенем. «С вашей помощью я могу применить свои более 100 лет исследований на практике и попытаться прорваться через узкое место на стадию божественной трансформации». Он не мог скрыть волнение в своих глазах. Старуха безо всякого выражения взглянула на Хань Ли, но ничего не сказала, возможно, из-за ее странного темперамента. Монах, с другой стороны, посмотрел на Хань Ли с добрым взглядом и тепло улыбнулся ему. Монах спокойно спросил: «Я слышал, когда даосист арктический дракон упоминал, что техника культивации брат Ханя не связана с ледяным элементом, но ты все равно можешь использовать высшее ледяное пламя. Это правда?» «Мне удалось достичь этого благодаря удаче», — ответил Хань Ли. «Я также слышала, что твое пламя — твое собственное творение. Прошло десятки тысяч лет с того момента, как последний раз появлялось новое ледяное пламя. Можно взглянуть на него?» — спросила старуха. Хань Ли невольно удивился ее молодому голосу. Затем арктический дракон добавил: «Не беспокойся, мадам Лун, великий старейшина секты Зеленой Ивы. Ее искусство культивации довольно своеобразно, благодаря чему ее голос звучит молодо.
Странное чувство задержалось в сознании Ханли, когда он услышал его объяснение. Он видел много случаев, когда женщины использовали техники, чтобы сохранить свою внешность, но впервые услышал о технике, позволяющей сохранить молодость своего голоса. Когда она увидела, что Ханли посмотрел на нее странным взглядом, старуха фыркнула, что «Хочешь что-то сказать по поводу техник моей секты?» С нынешней культивацией Ханли ему нечего было бояться культиватора на средней стадии зарождающейся души, но он также не хотел создавать ненужных врагов. Поэтому он усмехнулся и тактично ответил: «Вовсе нет. Мне было просто немного любопытно. Мое пламя еще не было очищено. Как я могу осмелиться сравнить их с вашими?» Старуху это не волновало, и ее взгляд блуждал. Затем Бай Мэнсинь послала передачу голоса арктическому дракону. Услышав ее, арктический дракон улыбнулся и посмотрел на Ханли. Затем он слегка кашлянул и сказал: «Мадам Лун и мастер Мо Цзю много лет были моими хорошими друзьями. Господин Даосист Хань также имеет глубокие отношения с одной из старейшин моей секты. Поэтому я привел вас троих сюда, чтобы помочь мне. Хотя я считаю, что шанс на успех всего 30%, я должен рискнуть». Монах сказал с обеспокоенным тоном: «Господин Даосист Ши, возможно, ты приближаешься к концу своей жизни, но мы обнаружили по пути сюда много высокоранговых демонических зверей, и они начали собираться возле Северного ночного острова. Не слишком ли опасно сейчас проверять свою технику?» Арктический дракон уверенно сказал: «Господин Даосист Мо Цзю, не волнуйся. Для меня будет лучше попробовать преодолеть это узкое место, тогда мне будет нечего бояться этих демонов. Если мне это не удастся, дворец уже организовал контрмеры. Если я умру, моя секта не пойдет за мной. В этом случае я могу вдохнуть с облегчением», — улыбнулся монах в серой одежде. Старуха кивнула: «У меня нет возражений. Я хотела увидеть истинную тайну этой техники». Мастер арктического дракона был доволен их ответами. Затем, когда его взгляд обратился к Ханли, Ханли спокойно спросил: «Когда мы начнем?» «У меня тоже нет возражений. Чем раньше мы начнем, тем лучше». «Хорошо, хорошо. Поскольку у вас троих нет возражений, пожалуйста, следуйте за мной. Я уже все подготовил». Арктический дракон сложил руки и встал с радостным выражением на лице.